Наш третий день в иракском Курдистане начался весьма хаотично. Сначала мы по всему городу искали банкомат, который принимает иностранные карты. Затем ехали в другую часть города, чтобы взять интервью у русской девушки, переехавшей в Курдистан. После чего попытались сходить в местный бар. И нас попросили оставить камеру прямо на выходе, то есть как бы вообще без шансов. Но ничего из этого в сегодняшний выпуск не войдет. В этом выпуске мы покажем вам еще больше Курдистана, еще больше колорита и еще больше людей. Очень много людей. Путешествуя по странам Ближнего Востока, в какой-то момент начинаешь понимать, что здесь на рынках сосредоточена довольно-таки весомая часть местной культуры. Такие отделы с местной традиционной одеждой. Выглядит очень интересно. Это в основном, наверное, женские платья, а может и нет. Нет, наверное, это мужские. Да, мне тоже кажется, это мужские. Но симпатично, я бы такое носила. Они носят вот такие вот шаровары, это такие широкие штаны, рубашки или вот такие вот платья, как у этого мальчика. Вот еще один парень в этих шароварах. Да, тут прям очень много людей в такой одежде ходят, да? Может, нам тоже прикупить такое? Чтобы ходить так в Берлине. Так как женщины здесь все еще ходят в таких традиционных национальных одеждах, здесь продают ткани. То есть, видимо, чтобы разнообразить свой наряд, сделать его более каким-то кастомным, уникальным, они покупают вот отдельные куски ткани, чтобы как-то это, я не знаю, для платка или интегрировать это в своем платье, в общем, и все такое блестящее, такое необычное, такое вообще непривычное. Одно заглядение, честно говоря. Еще по сравнению с Турцией здесь как будто бы больше текстиля. То есть в Турции очень много еды, а здесь просто огромное количество тканей, платков, каких-то рубашек, обуви. Не знаю, может это совпадение, а может все-таки люди здесь больше как-то парятся про то, как они выглядят, чем то, что они едят. Торговля – это неотъемлемая часть культуры всех людей в принципе, но торговля на Ближнем Востоке – это, заранее извиняюсь за пафос, отдельная форма искусства. Еще будучи в Турции, мы были поражены тем, с каким профессионализмом продавцы относятся к своему делу, с какой филигранностью расставляют товар на прилавках и как грамотно умеют втюхать тебе то, в чем ты абсолютно не нуждаешься. Да, с нами такое случалось. И не раз. Здесь же на рынках нет этой турецкой навязчивости, отчего весь шопинг больше похож на поход в музей или на какую-нибудь выставку, где каждый прилавок – это маленькая инсталляция, продавец – художник, а товар – произведение искусства. Конечно, люди здесь тоже очень любят наряжаться. Например, зацените вот такую шапочку, обвешанную монетками. Вау. Классно? Ага. Нормально, если в такую буду ходить всегда? То есть это такая шапочка, даже не знаю, что это, надевают на какие-то праздники, наверное. Здесь все в пайетках и в таких вот золотых монетках. Просто прелесть. То, что надо для такой сороки, как я. Мы остановились возле такой лавочки, где продают местную обувь. Это именно сделано в Курдистане. Ручная работа, и, наверное, она очень хорошо для жаркой погоды. Покупать мы ничего не собираемся, но вот такая вот обувь здесь. Круто. Мы наконец-то пришли в отдел рынка, где продают еду. Здесь все очень напоминает турецкую еду. Похожий ассортимент. Орехи, халва, сладости, фрукты. Вот тут, например, просто прилавок с халвой. Вау, вау. Я хочу это все съесть. Мы пришли на центральную площадь, и здесь нереально огромное количество людей. Все толпятся. Маски, конечно, никто не носит. Вообще негде пройти, и это точно не коронавирус-френдли мероприятие, вот вообще. В прошлый раз мы уже показали вам центральную площадь города Эрбиль, и поэтому материал, который вы сейчас смотрите, мы бы вырезали еще на стадии монтажа. Но в этот раз случилось что-то невероятное. 100 человек, наверное, столпились вокруг нас, просто стоят и смотрят. Для меня это, если честно, все равно осталось загадкой, что именно так привлекло интерес толпы к двум обыкновенным туристам. А что вы думаете?
Напишите в комментариях, нам было бы интересно почитать. Наша внезапная пресс-конференция слегка затянулась, и как только мы собирались уходить, кто-то снова подходил, чтобы сделать селфи, или предложить помощь, или просто постоять рядом, почему бы и нет. Казалось, это могло продолжаться без конца. Дружелюбие, приветливость и отзывчивость курдов нас, мягко говоря, поразили. За что я точно люблю Ирак, это то, что в апреле здесь спелые, сочные арбузы. Они прям, знаете, вот такие наши астраханские арбузы, которые можно кушать только в сентябре. Я хочу себе купить одну порцию, потому что, пройти мимо вкусного арбуза в апреле, мне кажется, просто преступление. Наткнули еще 4 пластиковые вилки, ладно, будем делиться. Come on. Take. It's okay. Here. No. You want? بعدها تيرك. Окей. You want? Буду сама кушать арбуз тогда. Да? Держи. О, супер. Окей. Все, пойдем. Я хочу просто покушать арбуз. Я просто покушаю арбуз. На тебя сейчас смотрят человек 100, давай. Ужас. Сейчас, тест-драйв. Очень аккуратно, давай. Классно. Да, Такой круто. сахарный арбузик, вообще класс. Супер, все, будем идти. А то уже стадное чувство. Все, это не остановить. Когда они начинают фоткаться, включается стадное чувство и все фоткаются. Так, это не кончается. Пока я снимаю Делию, со мной делают селфи. Если вы хотите побыть знаменитостью, просто приезжайте сюда, в Эрбиль, в иракский Курдистан. Окей, bye-bye. Thank you. Thank you, man. Thank you. В этой толпе мы встретили нашего знакомого Саефа с Багдада. Возможно, вы помните его с прошлого выпуска. Сверху будет ссылочка, если вы вдруг пропустили. Он предложил нам попить чаю, и так как наши запасы экстравертности были уже на исходе, мы с радостью согласились. В общем, у местных мужчин здесь, видимо, есть такая традиция, что вечером, когда становится чуть более прохладно, уходит солнце, они выходят на улицу, сидят на стульчиках, общаются, пьют чай, и это может длиться просто часами. И мы сегодня к ним вот присоединились. В Ираке и в Курдистане чай пьют с сахаром. То есть это отличается от Турции, например, где черный чай пьют такой без сахара, крепкий, а здесь у тебя даже не спрашивают очень часто, просто приносят чай, и в нем уже очень много сахара. Но мне такое нравится, я люблю чай с сахаром. В общем, общаемся с этим парнем из Багдада через Google переводчик, все супер, Google функционирует на ура, мы друг друга полностью понимаем, как будто просто с другом общаешься, типа, все четко, обсуждаем какие-то вещи разные, чаечек пьем, шутки шутим, да, круто. رايت الله اكبر تبقى مرفوع اليوم تقبل الله من كل جيناكم بالعقيده للتحرير والشهاده الحج الشعبيه مع الجيش ومع القياده وانتم ما جيتوا بعقيده جيتم من اجل النقود دمهم مبرر من الخطف فقط الابرياء ونهزلهم كل تفرق من الحدود نهجنا عدل ما عندنا وصيه كنا ايد واحده كنا عندنا امه اسلاميه هدفنا واحد نمحي داعش مع الطائفيه تقوى نهجمهم دعنا اهل البيت معانا يا علي مدد ترى من داعش واعوانه انا بحكي طق ثاره ما جامل في كلام العراق عسما كانه خدامي خلي جبل حال هذا هو الاسلام عند ظهور منتظر لا يوجد لكم كلام. Oh, very good. Oh, Kurdish, nothing. Arabic, all thing. Kurdish, nothing. Arabic, all thing. Наш друг повел нас по такой улице, где просто рынок без конца. То есть мы идем, здесь продают вещи, оружие какое-то игрушечное или нет, непонятно. Часы, еду, куча всего. Колоритно, круто. Пошли. Как оказалось, это еще больше торговли, только это что-то типа мола под открытым небом. Вот, здесь даже есть люди, которые слушают музыку, что-то похожее на социальную активность. В общем, мы дошли до такого места.
В общем, мы уже немножко притомились и зашли в какую-то кафешку в этом моле попить чаю и познакомились еще вот с одной очаровательной маленькой девочкой в короне. أنا أموت على الأفلام كرتون مالهن دائما. Мадам, пожалуйста, пьет капучино. Мне кажется, ей лет там, не знаю, 9, и просто хлебает кофе, и, как нам сказали, это здесь нормально. Это почти как мы, которые пьем черный чай со школьной скамьи, только тут прям капучино. هاي جت جديدة هاي جت قديمة. Таким вот выдался наш последний день в городе Эрбиль, столице иракского Курдистана. Уже завтра мы снова двинемся в путь, чтобы дальше открывать для себя местную культуру. Знакомиться с новыми людьми. И делать то, ради чего мы здесь. Исследовать Курдистан.